После гибели высокоразвитых цивилизаций всегда наступает время варваров. Можно провести аналогию со школой, из которой ушли воспитанные и обученные выпускники, и пришли первоклассники, невоспитанные и необразованные дети, похожие по своему поведению на стадо мартышек. Понятно, что преподаватели снисходительны к милым малышам и могут им простить взятие Трои или даже сожжение Александрийской библиотеки. Но вот геноцид – это уже слишком. Тут надо собирать спецсоветы и принимать меры. За выбитое мячиком окно могут вызвать родителей или назначить штраф. Ну а за устроенный учениками начальных классов взрыв могут расформировать класс. Кроме того, от покинувших школу старшеклассников могло остаться много всяких интересных вещей, включая спрятанное оружие, наркотики или личные дневники. В общем, аналогия такая. Встречаются два мира, детские варвары и взрослые, развитая техногенная цивилизация, на территории одной и той же планеты. При этом сами взрослые планету покинули, вариант родителей на даче, но множество интересных штуковин, дедушкин Винчестер и папин журнал Playboy, оставили. Получается известный сюжет с постапокалипсисом, подобной модели, изложенной Стругацкими в романе «Пикник на обочине». После отъезда туристов из леса, куда они приезжали на пикник, лесные зверушки обнаружили кучу загадочных артефактов. Проживая на большой свалке, оставшейся после ухода предыдущей цивилизации, варвары привыкли искать что-нибудь полезное для себя. Вопрос в том, что может быть полезным для варваров. Сложные техногенные объекты варварам непонятны. Они являются либо магическими артефактами, либо загадочными, но бесполезными предметами. Для варваров имеют ценность сплавы металлов и все, что можно использовать как оружие. Короче говоря, сами варвары мало чему из древних предметов смогли найти применение. Однако среди варваров периодически рождались маги Атлантиды, обладавшие знаниями о древних технологиях. Такие древние маги быстро занимали в социуме значимые позиции. Они входили в контакт с копателями и организовывали их обучение. В итоге обычные таскатели предметов с древних помоек превращались в вполне приличных археологов, знакомых с древней историей и технологиями. Большая часть древних предметов попадала магам в неисправном состоянии. Нужны были инженеры, маги и техники. Их было взять негде, но в то же время они были рядом. Ведь в подсознании многих варваров дремали древние специалисты. Их нужно было выявить и разбудить.